Сегодня, конечно, у нас необычная съемка. Мы хотим вам показать всю красоту, которую мы находим, потому что у нас и наши подписчики просили о том, что показывать не только комнатные, но и красивые растения, которые бывают здесь. Вон я вижу, там тутовник продается, дерево. Упало оно, правда. Такой черный тутовник. Я ни разу не видела здесь где-нибудь на дорогах, как вот в России кругом растут вот эти тутовники. Вон еще пойдем к этим растениям. Вот видите, они в больших горшках. Уценка идет В сегодня. России на юге, Валя. Вон, мы ж на юге жили. Вот там. это, что это такое? Прямо Тоже на улицах тутовник растет. штауда. Можно есть. Да. Это что у нас? Ой, лучше не буду говорить, а то критику получу. Мне стыдно, что я даже не знаю названия этих растений. Но я все не могу выучить. Плохо, Валя? Надо Мы учить. учим и немецкий, и швейцарский, и русский забываем. И приходится иногда на английском говорить. И такая мешанина в голове бывает иногда. Вот. Ну, конечно, нас это не красит, незнание языков. Ну, всего по чуть-чуть, и мы иногда выходим из этой ситуации. Главное, Валя, что ты меня понимаешь без слов. Или Это иногда точно. с полуслова. Точно. Я еще хотела добавить к тому, что мы показываем. Мы показываем и во Франции, и в Швейцарии, и в Германии. Мы живем как раз на этих развилках, где близко. Ну как, сравнительно близко, по 40, по 30 минут мы едем, 30 минут в Германию, 45 минут во Францию. О, ну тут красота. Здесь какая-то сегодня тут выставка, что ли? Розочки, Валь. Угу. Идем понюхаем. Розочки. Пахнут. Ой, прям розами пахнет. Ну еще чем-то другим бы пахли. Ну, Очень много растений, большой, огромнейший А тут выбор он, здесь всегда. Валь, пчел полно, смотри, собирают нектар. Да. Пошли, они могут меня укусить, ты же знаешь. Ну ничего, Меня если подумаешь один раз. Меня если кто-то не укусит, то это значит мне повезло. Да. Ты же везучая. Красиво. Какой-то в Арабских Эмиратах миллиардер умер недавно, знаешь? Да, вот Ему поэтому. пчела залетела в рот и за Да. язык укусила. Ну, у него аллергическая реакция, его не могли спасти. А, Вот, поэтому пошли, Игорь. Мы хоть не миллиардеры, и тем более не миллионеры. ну у тебя ж на пчел нет, наверное. Глеб? У меня точно нет, Валь. Ну да, тебя Помнишь, уже меня кусали. дикие покусали? Мгм. 40 с чем-то укусов было. Собрали грибов. Да, наступил на гнездо ос. А вот это черника. Видишь, такой маленький куст, а уже есть ягоды. Ну, они Очень еще красивые. зеленые, А сколько стоит? То мне интересно. Можно на балконе сажать, ты знаешь? Видишь, вот так ты будешь посадишь на балконе, вот таким ящиком собирать и будешь. буду ящики. Да, таскать. еще потом придется ящики. А вот крыжовник. Посмотрите, Ты любишь. усыпанный. Да, я крыжовник люблю с детства. Это белый, а это какой-то розовый крыжовник. Надо же. Ой, пойдем, Игорь, у нас же в Ютубе урезанное время настолько, что мы не можем час. Это мы час можем рассматривать с Игорем. Хорошо, у меня вон клубника, а мы ходим покупаем. Действительно, блин. Такая вот. Пришел, поел, пошел дальше, да? Да. Вон малина, пожалуйста. Ну, тут на любой И вкус. малина, да, уже спелая. И крупная такая, глянь, маленький куст. Все, наверное, берем. Вот этот вот, Не, мы куст 6 не берем, штук. мы просто малинку возьмем. вот этот 6 штук. 4 тут написано. А там написано 6 штук. Мурана стоит 14,95. 6 штук. А малина не знаем мы. А вот Эрдбери 5,95. 12 сантиметров. И груши. Я вот такие груши люблю. А почему же саженцы? Вот маленькие саженцы. Вот. Игорь, ну 40. Игорь, мы ж не будем покупать. У нас нету. Я же говорю, надо купить дачу. А дачи тут такие маленькие 2 на 2.
Да, вот 100, 100 франков. Это яблоко какое-то, красное внутри. Надо А показать, вот уже яблочки, видишь? Валя, какие датчики. Глянь, уже полное Слышь, что яблоко. говорит? Да. А, да, мы обязательно снимем. Если вам интересно, Они, напишите. конечно, не 2 на 2, но очень маленькие. Это Ну, непривычно. пойдем. Облепиха вон. Вот. Ага. Так, тут мне надо сирамис купить все равно. Пойдем, вот тут он где-то рядом продавался в прошлый раз. Я уже забыла где, правда. А то мне не пересадку делать надо, а у меня нет сирамиса. Земля разная. Ну да. Вот эти я говорила, что очень хорошо, если вы куда-то уезжаете, укладывать, и она тогда земля не пересыхает. Это овечья шерсть. Тут такая скатанная. Сколько стоит? Непонятно. Тут 2 штуки. Ну, всё нормально. 7,90. Это маленькая. 7,90. Угу. Так, тут что у нас? Тут для травы все. Вот. Нет, тут вот это вот. А где ж твои? Подожди. То, что ты хотела. Это картошку, по-моему. Видишь, картошку? Ну вон, все для трав. А, Для ну. травы. Ну Видишь? все, пошли. Дальше. Сирамис он в другом месте. Сирамис. А тут разные вот эти подставки. Ну не будем их. Это неинтересно. У нас время мало уже. И нам надо опять бежать куда-то. Наступает сильная жара. Нам хотя бы до обеда это все снять. Потому что по жаре потом очень плохо. Вот. Преддверные коврики разные. Очень хорошие. Ну, стоит до 35. И вот нас встречает. Вот такой вот. Это финтути. Вот лайм. Вот это вот все вот эти эфеутути, эпипремнум. Все на 33%. Это 9,45. Сейчас он, 33, это 6,30. Они уже написали. Также Happy Leaf. Очень красивый, замечательный. Но он чуть-чуть. Это тоже собственный продукт у них. Они сами выращивают. Вот хорошие, крупные растения. Посмотрите. Пересадка нужна уже. И он, листья, правда, желтые, но он крупный. Валя, я Очень. вспомнил, где это, что ты хочешь купить. Что? Пойдем-ка. Значит, подошли мы к очень интересным растениям. Это у нас кто такой красавец? Грюный раритет. Это зеленая редкость. Сколько он стоит? Филодендрон бурле макс, варигатный, 14,99. Это очень дешево. Взрослое растение стоит намного дороже. Посмотрите, какая у него краска. Ну, тут уже немножко взгрустнул. Дальше вот это мне заинтересовало. Остановилась прям антуриум филендарум. Видите, какой лист у него. Стоит 15 евро. Это вообще... Только из-за листьев можно такой купить. И вот еще антуриум. Я вообще вот этот хочу давно. Но этот стоит 25 евро антуриум. Люксерианус. Кто-то листик порвал. А это новый красный выходит. Замечательные растения. Сухие, правда. Надо пойти. А вот тут цененый за 9 евро. Угу. Сейчас посмотрим, почему он оцененный. Потому что корни, видно, пропадают. Да. Стоил 15, сейчас 9. Посмотрите. Купить, спасать. Посмотрим. Подумаем. Мне уже места нету. Сейчас еще пересадка предстоит большая. Пойдем к пальмам посмотрим, что у нас тут сегодня предлагают. Я вот такую пальму купила и пересаживала. Потом она у меня в тени начала болеть очень сильно. И мы на этом, конечно...
Она стояла вот такая же красивая. Рипсалисы. Вот эти вот интересно. 17 евро стоит. С кокодами. За кокодами оно дорого стоит. Не люблю еще, пока не готова к кокодами. О, какая красивая, да, японика. Вот, тоже цветет 12,99. А запах, знаешь, какой у нее хороший? Понюхай. Как? Да. Да, Унюхал что-то? унюхал. Я же у тебя нюхач. Вот она, красота. Антуриум. Спатифилум даймонд. Диамант. Красивые. А это тут все спатифилумы. Да, спатифилумы. 4 евро стоит спатифилум. Ну, вы знаете, пока к цветущим не очень. У меня нету опыта. Да и что, наш всего канал существует очень мало. Дальше у нас нефролепсис, дуфи, 6 евро. Вот этот нефролепис тоже. Асплениум, 5 евро, посмотрите. Это где-то тут цены, откуда они, может, они их поукрали. Вот такой новый, я когда-то вам показывала, новый я видела, 8 евро. А там стоил почти 15 евро. А это сколько стоит у нас? 5 евро. Это венерины волосы. Фан. Подожди, я много чего люблю. Я же еще тут не все посмотрела, Игорь Иванович. Это био какой-то. 6 евро. Это специально для бюро. Они тут прям им хорошо, они в воде стоят почти. Что ты хотел? Вот. О, а вот что-то умирает. Ну зачем вот так, а? Издеваться над Сансеверия. Вон наверху, смотри, что. Ну это... Нам такой надо пересадить. А вот внизу смотри. Ты сам восхищаешься? Да. А вон в самом низу. Вот эти все такие на любителя, короче. Вот это мне интересовало когда-то. Я посмотрела, видите, как он цветет мелкими цветочками. А сейчас я посмотрю цену. Вон она вверху. 20. 20 евро. Кодаманти. Красофолия. О, какие. Вот это мне нравится. Очень нравится. Это платицериум. Его надо нам на дерево посадить дома. Я все никак не соберусь. Надо найти кусок коры. О. Цервус. 8 евро. Это язык оленя. О, хоя. Какая огромная, посмотрите. Ох. 22. Тут просто микс, хоя микс. Посмотрите, сколько у нее. Она уже должна цвести, по идее, столько усов. Вот это, по-моему, уже как не цветок. Вот он. Похоже. Угу. Красота. Ну, это традисканция, кофе арабика. О. Кофе арабика. Пойдем с этой стороны. Да, зайдем. Ой, а этот бедный уже не вмещается. Кто это у нас? Хавортия байлиси. Уже не вмещается, уже бедный. Суккуленты различные. А вот зацветает, какая прелесть, посмотрите. Какая прелесть. Эхиверия хиненсис. Угу. Ой, я думала, вот эти вырастают, но у него уже детки. Это уже взрослое растение. Я такой не хочу. Пока мест.
А вот наверху мы не смотрим. Ты видишь, что тут наверху творится? Вот этот вот мне Миконс нравится. Миконс, сколько он стоит? 15 евро. Вот филодендрон. Это разные растения, которые называются. Вот этот крученый мне нравится тоже. Эхинантус. Паста. Паста. Как раз нам перед обедом все названия такие съедобные, да? Красота. Вот это мне заинтересовало, в принципе, что из него получается. Это похоже. 2,29 кевенсис. Интересно, до какой он растет, как он растет. А, вот большой. Наверное, это он же, да? Вот он большой. Цены нету, оборвано. А это не варигатные. Это вот, видите, кастерия биколор. Варигатная, но она, я не вижу, что варигатная. Хотя вон там она варигатная проскакивает. Слабая варигатность стоит 7 евро. Не хотим пока. Пока мы не хотим. Дальше монстеры. Happy Leaf. 8 евро Happy Leaf. Вот монстера стоит 8 евро. Большая уже, не надо сильно растить. Через год она уже закроет пол квартиры, как у нас. Вот, тоже филодендрон, по-моему. Да, филодендрон скандес. Вот этот скандес цветной, а есть сейчас розовый скандес. Я видела, его продают на сайте, он стоит где-то 400 евро розовый. Ну, такой. А это зеленый просто скандес. 4 евро. Ни о чем цена. Дальше идут. О, хои опять. Уже побольшенькие. 7 евро. Карноза триколор. Хоя карноза. Сингониумы. Ой, упал. Бедненький. Желтый листик. Пикси. Такой. У меня растет сингониум. Хорошо ему. Вот это тут сингониум ароу. Вот опять хои, хоис, стендаптусы. Это сколько стоит, мне интересно. 10. Бомбина. Фикус бомбина. 10 евро. Вот кто тут живет в этом районе, я вам скажу, тут намного дешевле все растения, чем в других районах. 24 за миокулькас. Это, по-моему, филодендрон грин. Названия нету. А нет, вот тут посмотрим сейчас. Да, филодендрон грин принцесса, как я и говорила. За миокулькасы. Монки маск. Эчевериана. Это стендаптусы. Вот это вот у меня перевела я его на водный полив. Он у меня в простой земле начал. А тут, посмотрите, со всех сторон он лезет. 20 евро стоит. Называется он Ксантосома линдени. А у меня он как замер. Я его посадила в воду. Он сейчас замерший. Вот это вот стендаптус серебристый. Прям серебристый весь. Красивый. Да, Зилвер Ан. Угу. Одно время они вообще вот эти вот пропали. Вот эти вот Миконс пропали. Но они плохо. Может быть, их вот это вот... Ну, все время, чтобы они висели, тогда они хорошо растут. Вот это сенсиверия, мы ж как же мы могли мимо пройти? Вот рипсалисы хорошие. А вот что-то у нас такое. Дисхидия. Красивая. А ну-ка вот тут сколько стоит. Вот этот, что я хочу. Сколько он стоит? 21. Никак не. Вот этот я хочу. Чтобы он
Это вот у нас 9 фация японика варигатная. Вот они, калладиумы мои. Посмотрите, какая расцветка. Он один тут, что ли, стоит? А да, 13 евро калладиум. Это красно-зеленый написано. А этот тоже такой же, да? Только у него листья, видите, какие-то светлее стали. Тоже грюнрот. Эти. А листья как тоненькие. Посмотрите, пальцы можно мои видеть через них. Вот Как это он. бумага. Да, он на ночь, на зиму замирает. Вы клубни высаживаете, и все по новой. И он растет замечательно. Красивый. Этот маленький что-то. Ну, как в семье бывает. Один большой, один маленький. Мгм. Ну, вот Один тут умный, другой не очень. вот и глоксиния. Какие красивые разноцветные глоксинии. Мы же еще не посмотрели сансеверия, глоксиния. Какие разные цвета, посмотрите. Розово-вишневое, а это... Ой, вообще, брать не буду. А ну сколько стоит он тут? Глоксинька. Тоже она зимой. О. 5 евро. Гибридная глоксиния. 5 евро. Так. Тут можно просто взять и собирать вот эти. Вот уже 4 вида глоксинии. Ну, дальше вот этот он мне нравится, ампельный. Ланцемикс. Красавец. Сансеверия. Сансеверия, рипсалисы. Это вот у нас сансеверия Golden Edge. Хани. Разновидность хани. Вот это вот тоже хани. Это тоже хани. Это тоже хани. Это Moonshine. А сколько он сейчас стоит тут? Там он стоил 10 евро, а тут тоже 10 евро. Видите, как я цены помню. Название не помню, но цены помним. Вот это прелесть. Мне нравится. 12,99. Это рога Нет, носорога. Как? нет. Это Зонцелианинс. Сансеверия. Рога носорога больше. А вот это вот, по-моему, тигровое что-то. Тигровая корона. Видите? У них у всех, Игорь, разные названия. Чуть-чуть цвет другой, уже название другое. Цилиндрика, цилиндрика. Вот такая вот. Вот это мне нравится, но она... Не знаю. У меня есть она, по-моему. Я надо посмотреть. Цену не назвала, да? Так. Вот еще мы не просмотрели. То меня не простят. 6,90 сингониум. Неон. Неоновый сингониум. Ну, вот это на листике сухие не обращайте внимания. Я обращаю, а вы нет. Вон пошли кактус еще посмотрим там. Мы не были возле кактуса. Один, глянь, как зацвел красиво. О, вот тут мы не были. Вон еще тоже тут хои. Агланема. Вот пилея маленькая, глаука. Вот агланема. Сейчас сколько тут стоит агланемка. Кутлас 15 евро. Вот красивая пеперомия. Варигатная, по-моему. 5,49. Априкос. Какая красивая, правда? Правда. Необыкновенная. А вот, мы ж не просмотрели. Хои. 19 евро. Хоя ваети ампельная. У этой хои вот эти вот черные, ну, листья на концах черные. Ну, смотрите, что еще я хочу сказать. Когда начинаешь обрезать, с нее столько молока капает. Это кто у нас тут? Не пассажир? Нет. Они уже в хорошей земле сидят, в грунте. Я уже вижу. Ну, тут диффенбахи различные. Вот это вот, по-моему, фикус какой-то. Фикус какой-то. Фикус радиканс грин. Вот такой вот красавец.
О, прелесть какая. Их сюда поливать надо, видишь, вода стоит в них в центре. Они погниют. Не, их специально так поливают. Ананасики. Тут нету моих черепашек, не вижу. А вот еще хои прибыли. Это что за хои у нас? Видите, как под прилавком хорошо. Тут не написано, это ампель микс. Вот это хорошее. Я такое уже купила. А как это название узнать бы? Красавица вообще. Сколько стоит? 23 евро. Но она большая, она уже старая. Сейчас мы вот эту посмотрим. Посмотрите, какая красота. И уже длинные. Угу. Тоже 23 евро. Они не пишут названия. Микс и все. Никто тут названиями не страдает. О, красавцы. Вот такие, помнишь, мы большие смотрели. 3 евро. 3 евро. Так, подходим близко. Это мне надо. Стапелия. Ну, это гигата. Я уже такая у меня есть. Не будем брать. У меня аж 2 их. Так, прилавок тут. Что-то они присушены. А вот какой красавец. Гляньте, какой красивый. Тоже 3 евро. Цириус. Какая красота. Дальше что у нас тут еще есть? Ну, тут разные-разные. А вот мои черепашки. Я же все спрашивала, где же черепашки? Пепперомия черепашки. 5 евро. Вообще цены низкие тут. Угу. Куркума, кардилайны, марантовые. Мы там были? Нет, не были. Сейчас там женщина тоже, наверное, такая, как я, страдает. Алаказия скальпрум, как у меня, их много. Всем советую. Правда, это очень такое растение, неприхотливое. Разворачивается хорошо. Вот это вот алаказия, кто у нас? Непонятно. Вот зебрина. Сколько стоит молодая зебрина? 21,99. А это большая зебрина. Вот цветет. Это кто у нас тут расцвелся? 8 евро. Алаказия поли. 8 евро. Все-навсего. Танцующая алаказия. 11 евро. Вот это тоже 12 евро. Ой, нет, это... Вот это я хотела посмотреть. Сколько тут стоит? Поставили прям фрайдек. 13 евро. Посмотрите, какая красота. Видите? Переливается такая. Игорь Иванович, вы почему молчите? А чё? Вы засыпаете? Микрофон плохо работает. Алаказия Ред Секрет. Тоже очень хорошее растение. Не вредное. На водном поливе у меня на фитильном. Замечательно. Вот это вот алаказия, это крылья дракона. Она у меня пропала. Я не смогла. Сейчас я просто боюсь ее брать. Вот это тоже красота. Алаказия драгон скали. У нее, видишь, какие эти подкрылья. Это вот мы уже смотрели скальпрум. Вот это вот еще посмотрим. 13 евро. Красивая, но пока не будем брать. Видишь, Игорь Иванович, я сильная. Я сегодня сильная. Также у нас все калладиумы. Ой, калладиумы, господи, калатеи. Энзимные. Вот такая прелестная калатейка. Очень прелестная.
У нее листики такие тоже, там как квадратики нарисованы в них. Стоит такая 10 евро. Такая тоже 10 евро. Замечательно. У меня такая есть хорошая, не вредная. Ну, тут разные маленькие, малыши. Малыши, так сказать. Сколько стоит малыши? 10 евро. Да лучше большую уже взять. Марантовые. Угу. В общем, я, в принципе, все показывала, только то, что тут цены намного ниже, чем где-либо, где бы либо я встречала. Пойдемте дальше, Игорь Иванович. Когда б я не пришла, мне всегда сюда тянет. Это род филодендронов. Ну, должно быть, они пишут, как их выращивать. То есть вот эти филодендроны очень красивые, мне нравятся, но они иногда растут в бок. То есть их сразу надо ставить на кокосовый вот этот стержень, филодендрон, 15 франков. Извиняемся за шум. Тут работают, конечно. И вот такой мне нравится филодендрон. Вот этот вот очень красивый. И стоит он 19. Он скваш, что-то там называется. Вот такой еще филодендрон. Посмотрите. Не красота. И вот он у меня в бок тоже так рос. Потом я его полностью вот эту заглубила, и он сидит теперь у меня, не знаю. Ну вот он может давать еще больше лист. У них огромные листы, если вовремя ухаживать. Вот этот 52 Rings of Fire. Fire Rings или филодендроны. А вот принц оранжи. Посмотрите, какая красота. Посмотрите. Стоит 42 франка. Вот тоже филодендрон. Сколько он стоит? Ну-ка посмотрим. Я такой хочу выставить на продажу. Он у меня прям такой же большой. И тоже так же стоит, на вот такой привязан. Очень хорошее растение. А цены нету. Как бы цену узнать? Игорь Иванович. Ну, не знаю его. Замечательное растение. Никакие на него ни животные не садятся, ничего. Рядом кафе, стучат тарелки. Их же там несколько. Подожди, я поверну. Где-то порядка 40. Нету цены, видишь? Да. А может тот посередине? Да нет, Валь. Вот. Нету цены. Наверное, еще не поставили. Тут заросли. Да, тут хорошие заросли. Шифлеры различные. Вот еще. О. Вот этот мне выпустил лист наконец-то. Тоже мне он нравится. Стоит 21,95. Шифлера прекрасная. Красивая. 13 стоит. А вот маленькие антуриумы. Это антуриум. Сейчас надо вытащить. Сложно вытаскивать. Стоит 11. Просто антуриум. Такой есть у меня. Я тоже уже приобрела. Ну, он как-то сердцевидный назывался. Или антуриум сплаш. Что-то такое. Просто антуриум, видите. Никто насчет названий, никто. Это только любители растений могут. Ну, вот на это может быть. Он похожий. Он похожий. Антуриум. Посмотрите, что делается с корневой. Он погибнет. Скоро корни гниют сверху. Жалко растение. Вот еще 25. Тоже корни выходят. И вот корни, видите, отломался. Они засыпают до самой вот, обратите внимание, здесь вот. Они засыпают их до самой вот горловины. Потому что она, когда уже подрастет растение, он болтается. Поэтому его лучше засыпать под этот. Вот эти хорошие растения, я вам скажу. 14,95 тоже корни наружу.
Ну что из этих бы я выбрала, вот из этих я бы выбрала шифлеру. Самая, мне кажется, такая, ну как бы непритязательная. Вот смотрите, филодендрон Биркин. Видите, что с ним творится? Он перерастает в обыкновенный. Что это значит? Посмотрите. Света не хватает. Нет, это просто какой-то гибрид смешанный. И вот он один такой, вот он рос, белые листья вот такие, а потом бах, вот такой лист. Бири какой-то. Что это означает? Я думала, что они смешаны, ну как, подсадили. Нет, вот он, вот и пошел зеленый лист. Опылился не так, Валя. Странно. Ну, хотя интересно, я вам скажу, растение. Стоит 19 франков. Вот другой же растет, такой же вот Биркин, видите? Нормальный. А это вырос уже такой, как, действительно, как и Игорь сказал, что опылился. Ну да. Вот мексиканец, допустим, и этот индеец. И дает ты- креола, Валя. Ну да, да. О, какой листик красивый вышел. Ой, вообще. Так, ладно, идем дальше. Привет. Ты по-русски понимаешь? Все, пошел. На запахе.